Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам связать в комплект к чепчику и кофточке вот такие пинеточки. Отворотики можно загнуть, и тогда они превращаются в пинеточки. Или отогнуть, как в первом варианте, и тогда они будут как сапожки. Если вам понравились такие пинетки, давайте их свяжем. Для пинеток вам потребуется пряжа. Мы вяжем их в комплект к нашему чепчику и кофточке, поэтому, соответственно, таких же цветов. Вот нежно-розовый такой, жемчужно-розовый, белый цвет. Значит, единственный момент. По технологии вязания мы будем вязать в пинетке там с одной стороны от одного клубочка, с другой стороны от другого клубочка. Поэтому заранее отмотайте от вашего мотка небольшой клубочек, чтобы потом не пришлось обрывать нить. А также вам потребуются спицы толщиной 3 мм, игла для выполнения трикотажных швов, а также атласная лента шириной 6 мм в тон нашей пряжи. Значит, пинетки выполняются на 2 спицах, цельновязанные. Начинаем мы вязать с подошвы. Для этого мы набираем обычным способом 40 петель. Набрали 40 петель. Наборный ряд мы как бы не считаем. И сейчас вяжем первый ряд. Кромочную снимаем. И делаем прибавки. После кромочной накид. Затем 18 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вяжем мы пока платочной вязкой, то есть и в лицевых, и в изнаночных будут все петли лицевые. Значит, дальше у нас пойдут 2 центральные петелечки. Вокруг них мы тоже будем делать прибавление. Накид, 2 центральные лицевые петли, накид. Дальше снова 18. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И у нас осталась одна петелька на спице, то есть перед последним мы тоже делаем накид. То есть в начале и в конце, и вокруг 2 центральных петель. Изнаночный ряд мы вяжем все петельки лицевые, а накиды провязываем скрещенной лицевой петлей. То есть вот за переднюю стеночку, если вы вяжете накид так же, как я. Другими словами, чтобы не образовывались отверстия. Третий ряд. Кромочную снимаем. После кромочной накид.
А дальше у нас прибавилось как бы 2 петельки, поэтому не 18, а 20 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. И вот 20 это, видите, тот накид, который мы в предыдущем ряду провязывали. 20. Все, дальше 2 центральные. Вокруг них накид. Накид, 2 лицевые, накид. А дальше опять 20 лицевых. 3, 4, 20. Накид и последняя петелька. 4-й изнаночный ряд мы вяжем все петельки лицевые. И накиды также провязываем скрещенной лицевой петлей. 5-й ряд. И все то же самое мы делаем. Значит, после первой, вокруг 2 центральных и перед последней петлей. Но вот здесь на промежутках у нас на 2 петельки прибавляется. То есть мы сняли кромочную, сделали накид, теперь 22 петли. И так нам нужно сделать прибавки вот 5 раз, 5 групп таких прибавок. В ряду у нас прибавляется 4 петли, да, как я сказала, вот вокруг 2 центральных 2 и по краям 2, 4 петли. Вот 5 групп прибавлений, 5 на 4, 20 петель у нас должно прибавиться. Значит, мы сделали прибавление в первом, в третьем, в пятом, в седьмом и в 9 ряду. И 10 ряд изнаночный провязываем, как мы это делали вот во всех предыдущих изнаночных рядах. И когда мы будем вязать 10 ряд, проверьте себя, должно остаться 60 петель, до 40 плюс 20 прибавленных, 60 петель на спице. Так вяжем по 10 ряд. Мы провязали 10 рядов, сделали 5 групп прибавлений, у нас на спице 60 петель. И дальше еще 10 рядов мы вяжем прямо, без прибавлений, без убавлений, платочной вязкой. Еще 10 рядов, вот с 11 по 20 ряд включительно, прямым полотном. Провязали мы вот 20 ряд. Дальше нам понадобится второй клубочек. Помните, я говорила, возьмите, отмотайте от основного клубочка розового цвета еще небольшой клубочек, вот для того, чтобы нам вязать разные участки от разных клубочков. И теперь вот будем добавлять еще белую нить. Значит, розовой нитью мы продолжаем вязать платочной вязкой, а белый будем вязать резинкой 2 на 2. Значит, вместе с кромочной 13 петель мы вяжем розовой нитью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все, дальше мы прикрепляем белую нить и вяжем резиночкой 2 на 2. Начинаем с лицевых петелек. 1, 2, потом 2 изнаночных, 3, 4, снова 2 лицевых, 5, 6, изнаночными 7, 8, 9, 10, и так 34 петли. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. То есть начинаем с 2 лицевых и заканчиваем тоже 2 лицевыми. И у нас на спице должно остаться тоже 13 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Все верно. И теперь мы присоединяем от второго клубочка розовую нить
И этот участок вяжем от отдельного клубка. Все петли лицевые. Изнаночный ряд по рисунку. Розовой пряжей мы вяжем все петли лицевые, так как у нас платочная вязка. По изнаночной стороне мы ниточки перекрещиваем, розовую и белую. И здесь вяжем по рисунку, то есть наоборот, начинаем с изнаночных, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и заканчиваем 2 изнаночными. Снова перекрестили ниточку белую с розовой и вяжем 13 петель лицевых. Это был 22 ряд. В 23 ряду мы начинаем делать прибавления в розовых частях нашего ряда. Значит, вяжем 12 петель, включая кромочную. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть у нас всего 13. То есть оставляем последнюю. И делаем накид перед последней розовой петелькой. И затем провязываем последнюю розовую петельку. То есть на границе белой и розовой нити мы прибавляем одну петелечку. Снова перекрестили нить, а белой пряжей продолжаем вязать резинку 2 на 2 по рисунку. Дальше мы снова перекрещиваем белую и розовую нить. Первую петелечку. Первую петельку мы провязываем лицевой. Дальше накид и остальные лицевые. В изнаночном ряду розовые пряжи мы вяжем все петли лицевые, накид провязываем скрещенной лицевой петлей, так чтобы не образовывались отверстия. Белой нитью резинка 2 на 2 по рисунку и, соответственно, вторую часть тоже лицевыми. Это был изнаночный 24 ряд. Значит, первую прибавку мы сделали в 23 ряду. И таких прибавок мы должны сделать всего 6, но после 5 у нас будет там кое-какие изменения. Поэтому вот 5 прибавок будем делать пока самостоятельно. То есть все то же самое. Значит, в 23-м, в 25-м, 27-м, 29-м и в 31 ряду делаем прибавки. Точно так же перед последней розовой петелькой. Вот мы заканчиваем сектор розовой нитью. Вот. Осталась одна розовая петелька. Сделали накид. Потом розовую петельку. Все, белый без изменения. Прямо резиночкой 2 на 2. И второе с другой стороны. Также мы одну петельку провязали. Сделали накид. И дальше до конца лицевые. И вот так всего делаем 5 раз. В тех рядах, которых я назвала. Ну, изнаночные ряды по рисунку. Значит, мы сделали 5 раз в каждом лицевом ряду прибавление и провязали 32 ряд изнаночный. В этом же ряду у нас будет изменение и вот на белом участке, на участке белой пряжи. Значит,
В 33 ряду мы делаем 6-е прибавление перед последней петелечкой розовой пряжи. Все, меняем нить на белую, перекрещиваем. И теперь мы должны провязать вот весь участок с белой пряжи по 2 петли вместе. Причем 2 петли вместе вот такие, какие они есть. Да? Вот 2 лицевые мы провязываем вместе лицевой. 2 изнаночные мы провязываем вместе изнаночной. Подтягиваем петелечки. Дальше снова у нас 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. Ну и так вот всю резиночку вот так вот мы провязываем. Довязали мы белый участок и переходим на розовую часть нашего вязания. Перекручиваем ниточки, перекрещиваем. Лицевая и последнее прибавление. Это 33 был ряд. В 34 изнаночном ряду мы вяжем все по рисунку. Розовую пряжу мы вяжем лицевыми, а белую резиночкой. Теперь у нас резиночка 1 на 1. 35 ряд. Мы розовой ниточкой идем все петельки лицевые. Все, дальше у нас пошла белая нить. Мы ее отрезаем. Ну, так, чтобы нам можно было вдеть иголку и комфортно нам было закрепить нитку. Отрезали белую нить. И теперь нам потребуется игла для трикотажных швов. Кончик этой ниточки мы вдеваем в иголку и снимаем все белые петли на нить. По несколько, я сразу по 3 захватываю и протягиваю нить. Все, пока оставляем, потом затянем мы нить. Возвращаемся к розовой пряже. Смотрите, вот мы провязали. Теперь нам нужно набрать 2 петельки. Раз. Два. И дальше этой же нитью от первого клубка мы продолжаем вязать второй как бы розовый участок. Лицевыми петлями. Это был 35 ряд. Все, значит, соответственно, розовую нить мы здесь отрезаем. Оставляем хвостик, чтобы нам закрепить, и все, ненужные клубочки убираем. Ну и вот этот участок, который нам нужно вот очень туго потом затянуть и закрепить, мы потом займемся им, когда уже свяжем всю пинетку. Пусть пока побудет так. Почему? Потому что закреплять будет потом нам удобнее, когда у нас уже вот здесь хотя бы часть будет связана. Сейчас пока еще не за что зацепиться. 35, 36 ряд, все петли
лицевые. Так, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Их должно быть 40 петель у нас на спице. Вот считаем. 37 и 38 ряд мы вяжем тоже платочной вязкой, без убавлений, без прибавлений, вот пряменько все петельки лицевые. То есть еще 2 рядочка. 39 ряд. В 39 ряду мы будем вязать отверстие под атласную ленту. Значит, 2 лицевых, 2 вместе, ну, в любую сторону делайте наклон, в какой вам удобнее. 2 лицевых, 2 вместе, накид. Снова 2 лицевых, 2 вместе, накид. Так до конца ряда. 2 лицевых, 2 вместе. В конце ряда у нас получилось 2 вместе, накид, 2 лицевых и кромочная. В 40 ряду мы вяжем все петли изнаночные. И накид вяжем прямой изнаночной петлей, то есть чтобы образовалась дырочка. Если вы делаете накид так же, как я, то тогда мы вяжем за заднюю стенку. Мы будем вязать резинкой 1 на 1, 10 рядов. Нам нужно подгадать так, чтобы там, где накид, там была изнаночная петля. Значит, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Значит, после того, как мы сняли кромочную, первая петля лицевая, изнаночная, лицевая. Видите, накид попадает под изнаночную. Так лучше смотрится. Лицевая, изнаночная, лицевая, накид, снова изнаночная. И так до конца ряда, 1 на 1 резиночкой. Значит, 10 рядов мы провязали резинкой 1 на 1. И теперь мы переходим снова на платочное вязание. Все петли лицевые и вяжем 6 рядов платочной вязкой. Значит, вот здесь лицевой первый, изнаночный второй и 6 как бы ряд будет изнаночный. А в 7 ряду лицевом мы закрываем все петли как лицевые. То есть 6 рядов вяжем, 7 лицевой ряд закрываем лицевые петли. Вот мы по лицевой стороне закрыли лицевыми петлями, соответственно, при отвороте у нас все петельки будут изнаночные. Ниточку оставляйте подлиннее, мы ей уже потом будем зашивать. Так, ну теперь пришло время нам выворачиваем на изнаночную сторону нашу пинеточку. В принципе, трудно определить, где изнанка, где лицо. Здесь резинка, здесь платочная вязка. Определяем лицо и изнанку. Вот там, где мы нитки перекрещивали по изнаночной стороне, вот, видите, там изнанка. Где нет такого переплета, там лицо. Снова вдеваем в иглу вот белую нить нашу. Как можно сильнее затягиваем нить прям вот до конца, до упора, и закрепляем. Ну, можно в первую же петлю. Все ниточки, которые у нас вот концы нити, мы их подтягиваем, так как они у нас подтянулись, подрастянулись. Закрепляем и заправляем. Но это отверстие тоже я вот этой розовой нитью, которая вот у нас кончик, я вот немножечко сделаю 2 стежка, чтобы это отверстие не было таким вот большим. Так, наконец белой нитью мы
поправим. Вот так, пару стежков вдоль шва. Все, нитку обрезаем. Значит, складываем дальше пинеточки лицевой стороной внутрь, пополам. Нить, которая у нас осталась при закреплении петель, мы вдеваем в иголочку. И будем прокладывать шов вот по задней стороне и по подошве. Но шов будем делать плоским. Так же, как мы делали это на чепчике. То есть нить все время идет через край, а игла идет все время в одном направлении. Ну, иглу вводим за кромочные. Вот видите, через край ложится нитка. Этот шов относится к плоским видам швов. Сейчас еще несколько стежков сделаю, покажу вам на развороте, почему он называется плоским. Почему плоский шов? Чтобы минимизировать вот эти все толщины, особенно на подошве, чтобы ребенку было комфортно. Смотрите, вот когда мы этот шов поворачиваем, то нету такого утолщенного края, как при других швах, ни по лицевой стороне, ни по изнаночной. Вот если мы так вот посмотрим вот сверху, да, никаких утолщений нигде нет. Все плоско. Многие мамочки боятся именно такие вот пинетки, ну, скажем так, одношовные, то есть со швом на подошве вязать. И стараются вязать такую подошву. У меня на канале есть такие пинетки, которые подошва отдельно связана, и вокруг подошвы шов идет вот по боковой части. Именно из-за того, что вот опасаются, что этот шов будет мешать ребенку там где-то что-то натирать. Вот бояться не нужно, если применить правильно тот или иной вид шва. Все, и идем по боковой части, плавненько переходим на подошву, и, соответственно, вот в уголочке мы там ниточку закрепляем.